Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео мы приготовим 3 полезных и вкусных завтрака в аэрогриле. Нежнейшая творожная запеканка, бейгл с творогом на завтрак и очень вкусный, сытный пирог-омлет с овощами. Сначала приготовим самую вкусную творожную запеканку. Рецепт запомнить очень просто. Всегда на одну пачку творога 180 грамм идет 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки сметаны и 1 столовая ложка муки. Обязательно заглядывайте в описание под видео. Я всегда там оставляю подробные рецепты, также инструкцию, как готовить эти рецепты в аэрогриле и в духовке. Обязательно смотрите туда. Сегодня буду использовать творожную массу. Это просто перетертый творог, в который уже добавлен сахар, сливки и в моем случае сухофрукты. У меня все ингредиенты умножаются на 2, потому что творожной массы у меня примерно 540 грамм. Творожная масса уже слегка подслащена, но я добавляю пару ложек сахара для большей сладости. Эту запеканку можно готовить, конечно же, с обычным пастообразным творогом, либо творогом из брикета. Смешиваем все ингредиенты. Перекладываем запеканку в силиконовую форму и ставим уже в разогретый аэрогриль на 160 градусов примерно 20 минут. В такую запеканку можно с легкостью добавить изюм, любые другие сухофрукты или, например, сушеную клюкву. Будет очень вкусно. Даем запеканке остыть, перекладываем ее на тарелочку, и самая вкусная нежная запеканка готова. Разрезаем и наслаждаемся. Всем приятного аппетита! Быстро, вкусно к завтраку, а также на полдник детям. Обязательно попробуйте такой рецепт. Второй рецепт – это протеиновые булочки, бейглс на завтрак, которые мы будем делать из творога. Именно поэтому в них очень много белка. Сейчас это очень популярный рецепт, особенно в инстаграме. Мы приготовим такой же, только в аэрогриле. В аэрогриль помещается 4 бейглс. Для такого количества ингредиентов нам понадобится 1 яйцо, мука 130 грамм, 245 грамм пастообразного творога, разрыхлитель и соль. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем тесто, посыпаем поверхность мукой и скатываем такую колбаску. Разрезаем ее на 4 части, добавляем немного муки и скатываем колбаски более маленькие. Соединяем оба конца и получается такой бублик. Такие действия повторяем с каждым кусочком теста. Разбиваю яйцо в отдельную емкость для того, чтобы смазать бейглы сверху и посыпать их семенами. Аэрогриль предварительно разогреваем при 190 градусах примерно 3-5 минут. Я кладу в аэрогриль пергаментную бумагу, чтобы на наших булочках не отпечаталась решетка. Смазываю взбитым яйцом и посыпаю семенами. У меня это кунжут и семена льна. Ставим в аэрогриль на 140 градусов 15-20 минут. Я сначала поставила на 15, проверила, мне показалось, что можно добавить еще чуть-чуть. Добавила 5 минут, чтобы наши бейглс были золотистого цвета.
Вот такие булочки, которые мы приготовили сами к завтраку на твороге, очень полезны, гораздо лучше, чем использовать покупной хлеб. Обязательно попробуйте. Разрезаем бейглс пополам и наполняем по вашему желанию. Я смазываю творожным сыром обе половинки. Сверху выкладываю рукколу, помидор и сыр. Если хотите более сытный вариант, можно добавить яйцо пашот или обычную яичницу внутрь, а также бекон. Будет мужской вариант, будет очень сытно, вкусно. Обязательно попробуйте. Всем приятного аппетита! И последний рецепт полезного завтрака – это омлет-пирог, который очень сытный, несмотря на то, что он с овощами. Для рецепта нам понадобятся разные овощи, которые вы любите. У меня шпинат, болгарский перец, помидор и красный лук. Я отварила свежие брокколи в кипящей воде примерно 5 минут. Тоже использую для этого пирога омлета. Также понадобятся яйца. У меня 3 яйца и желток 4-го яйца, который остался от другого рецепта. Вы добавляете 3-4 яйца, в зависимости от того, насколько большая у вас форма. Берем форму любую, стеклянную, силиконовую, керамическую, любая, которая подходит для духовки и подходит по размеру к вашему аэрогрилю. Можно использовать форму, которую вы сами сделаете из фольги, например. Кладем пару листов слоеного теста в форму, прокалываем вилкой, чтобы тесто сильно не поднялось. Ставим в аэрогриль на 190 градусов примерно 4 минуты. Пока основа для омлета пирога готовится, режем овощи. У меня тесто все равно поднялось, я немного приминаю его вилочкой и складываю все наши ингредиенты. Кладу в хаотичном порядке овощи, у меня получилось очень много овощей. По желанию можно добавить вашу любимую специю, может быть аджика будет вкусно в данном случае. Я люблю песто и добавляю немного сам пирог. Взбиваю яйца в отдельные мисочки и выливаю в омлет-пирог. Можно натереть сыр сверху, у меня не оказалось куска сыра, но оказался сыр в слайсах. Я кладу 2 слайса сыра сверху на пирог. Время приготовления пирога зависит от того, насколько большая и плотная у вас форма. У меня форма стеклянная, она довольно большая, поэтому пирог готовился долго. Если будете готовить пирог-омлет в маленькой форме, то времени потребуется меньше. Я выпекала сначала при 170 градусах примерно 15 минут. Потом, когда края и сыр начали подрумяниваться, я снизила температуру примерно до 150-160 градусов. Еще на 15 минут. Обязательно проверяйте середину пирога, готова ли она, не сырая ли она. Это очень вкусный, полезный и сытный завтрак. Обязательно попробуйте такой приготовить. Всем приятного аппетита! Спасибо, если досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всего, что вы приготовите. Ну а я с вами увижусь скоро в новом видео. Ата-ата!